Привет тебе, я Коперник. У нас сегодня довольно интересная тема. Собственно, виновника которого вы сейчас видите на ваших экранах. Ну или не совсем виновника, тут уже разбираться как бы тяжело. Кто накосячил, но кто-то конкретно накосячил. У нас есть один прикол. Если вы владелец новой видеокарточки, 5000 серии, в данном случае моем, это RTX 5070 Ti, при запуске OBS у тебя загрузка видеокарты внезапно возрастает. И не просто возрастает, то есть как бы я до этого стримил на 1070, и на 1070 загрузка была примерно где-то 15%. Ну, это видеокарточка старая, все там старое, это все понятно, это все нормально, как бы, ладно, бывает. Сейчас, кстати, не смотрите на то, что 17% занято, это косяк уже, видимо, кодека или не кодека, я не знаю. Но в любом случае сейчас у меня на момент Bandicam потребляет вот по 8-12% GPU. Это очень странно, потому что 8-12% GPU это примерно как раз вся мощность 1070 той самой старой. Видимо, тут косяк какой-то более комплексный. Вот 14. Вот. И что случается, когда ты запускаешь трансляцию на новой видеокарте? Ты жмешь начать трансляцию, собственно, трансляция начинается, ты смотришь, вот, собственно, байтики пошли, куда-то что-то полетело. Ну, сейчас это все это дело летит в тест Твича, поэтому никто ничего не видит, трансляции там не видно. Открываешь и смотришь и удивляешься. 25%. А сейчас вот если все это дело пошевелить или включить какую-нибудь динамическую тему, допустим, вот так вот, экран. Захват экрана включу. Не включу, ладно. Вот записи видео, пусть там кто-нибудь пляшет. Такой хренак 30%. А иногда до 40 доходит. И почему? Это сейчас, кстати, вместе с записью Bandicam он ведет себя намного лучше. Обычно он себя ведет отвратительно, там до 40% бывает загрузка GPU. Это очень странно. И, собственно, я ковырялся ночью, вот сегодня, со вчера на сегодня, и нашел нормальные настройки, при которых вот таких вот загрузок не будет. Этот косяк старый, я прекрасно знаю, потому что я недавно ковырял, собственно, форум OBS-ки, и там тоже человек с 5070 Ti, ну, я по своей именно видеокарточке искал, да, решение. И, соответственно, там то же самое, та же самая фигня, пишет, слишком много жрет, что происходит, что творится. И это было в середине апреля, то есть этому косяку уже на данный момент, сейчас 8 число, ну, оно подходит к концу, но можно сказать, что ему 2 месяца этому косяку. Там, с середины где-то примерно, с 10 чисел, там, с 12, точно не помню. Это была ветка. Я вот нашел решение, хотел написать этому человеку в этой ветке, но, к сожалению, ветка больше не обновляется. Видимо, он бросил попытки искать правду где-то примерно с 20 чисел апреля, то есть он где-то недели там полторы посидел, может 2, и все, и забил, и забыл. Я нашел оптимальное решение. Собственно, что мы делаем? У нас сегодня, да, будет диспетчер задач для проверки, кто и что жрет. Собственно, почему я сегодня записываю не на OBS, а на Bandicam? Потому что, блядь, OBS начинает жрать свои 40%. Даже с любыми настройками при записи через OBS она начинает жрать свои дохренища процентов. Прикольно? Да вообще супер. Останавливаем трансляцию. Видим, что нагрузка на видеокарточку резко падает до бандикамовских там каких-то, да, голов. Настройки должны быть именно такими, как я показываю. Что-нибудь другое включите, жопа работать не будет. 100% проверено. Смотри. Вывод. Здесь мы предугадывание убираем. Вообще все галки убираем. Профиль ставим на baseline, базилин, кто как называет. И качество, двойной проход, полное разрешение.
Это очень важно. Сейчас объясню, почему. Вот. Потому что я начал перебирать все настройки и понял, что, о, боже мой, бандикамчик начинает поджирать. Да, все-таки, видимо, дело с кодеком, либо с драйвером. Вот, смотри, теперь включаем, начать трансляцию и видим, что OBS должна жрать 11%. 10,9. 10,6. Если я выключу бандикам, запись прекратится, будет жрать ровно 11%. Один в один, ровно 11 и стопорится. Все. Это в случае с 1070, с 5070 Ti, и у меня MSI, оверклокерская, в общем. Ровно 11%. Все. Если ты поменяешь хоть что-то, допустим, еще один вариант, есть еще лучше, но он сильно хуже картинку сделает. Смотри, у нас есть двойной проход, полное разрешение, есть одиночный проход. В одиночном проходе он жрет не 11%, а 8%. Смотри, сейчас здесь, наверное, 7,2, 7,8 будет, да? 7,8, ну вот 7,5, да. Почему-то он меньше. Видимо, потому что запись уже идет, и там что-то как-то перераспределяется. Кстати, общая загрузка GPU резко стала 17, 16, 15%. Это очень даже приятно. Вот. Запомнили. Но в случае, если мы выбираем одинарный проход, у нас качество стрима падает резко. Поэтому, я думаю, 3% уж я производительности отдам вместо, ради того, чтобы иметь возможность, скажем так, качество получше отдавать. Еще раз двойной проход, полное разрешение, начать трансляцию, трансляция начинается, 11%, поверьте мне, без записи будет 11. Сейчас вот 10,7, 10,8, да, кстати, на 0,2%. Больше. То есть 11 для нее это край, выше 11 не поднимется. Смотри дальше прикол. Почему ни в коем случае нельзя менять? У нас есть такая вещь, как двойной проход четверть разрешения. Четверть. Понял? Она должна быть легче для вашего устройства. Должно быть легче. Но если мы включаем трансляцию, $18, 20, 25, 30. Ну, ты понял. Я, кстати, не знаю, почему оно сейчас начинает жрать меньше. Вообще оно там до 40 вплоть доходило. Поверьте мне, если все дело будет без записи работать, все дело будет совсем по-другому работать. Полуторное разрешение должно жрать меньше, жрет больше. Двойной проход, четверть разрешения имею в виду. Полное разрешение. Любую галку включишь, будь то предугадывание, адаптивная вот эта квантизация, профиль другой, жопа, сразу не работает. Все, сразу 30-40% и больше. Не работает. Почему? Во славу сатане. Кто думает, что, проблемы в драйверах? Да, проблемы в драйверах, но не с моей стороны, потому что я полностью переустановил драйвера. Вот, самая последняя версия. Я устанавливал драйвер Studio, я устанавливал драйвер Game Ready, я менял на OBS-ке. У меня есть такая возможность бета-версию скачать. Нифига. Не работает. Нет, блядь. Просто нет. Почему-то настолько все тонко, допустим, ты даже выставляешь какой-нибудь, я не знаю, baseline main выставляешь, main, профиль main, просто main. Выставляешь main. Начать трансляцию. Пошло-поехало, блядь. 30. Сейчас к 40 подберется. Так что единственный возможный вариант пользоваться на данный момент, на последней версии драйверов,
OBS-кой именно стримить без потери производительности. Только вот эти настройки, которые вы сейчас видите, другие настройки не подойдут. Вот так и живите с этим. А NVIDIA, как всегда, пофигу. Они нарукожопили, какую-то херню выпустили сырую. Ну и пусть и будет, пусть и работает. Ну, что-то там, что-то наваяли, что-то сделали. Лето, никто драйвера выпускать не хочет. Последней версии драйверов уже почти сколько... Когда она там была выпущена, последняя версия драйверов у нас? 19 мая. Уже 20 дней. Скоро месяц будет. Вот так. Такая вот бабуйня. Ладно, спасибо всем, кто смотрел. Кто хочет еще какие-нибудь приколюшки, чтобы я рассказал по поводу интересных скриптов для OBS, интересных плагинов для OBS. Почему у меня выставлен битрейт 8200, а не 6, как написано на Твиче. Ну, как бы пишите, жмите. А еще лучше напишите, у кого такие проблемы тоже есть. И с какой видеокарточкой именно из 50-й серии, если именно с 50-й такие проблемы есть. Мне просто интересно, это типа у некоторых людей проявляется или у всех людей проявляется? Это только на 5070 Ti или еще на какой-нибудь 5080, может, 5060? Ну, интересно просто масштаб пиздеца, и, может быть, у вас есть какие-нибудь свои методы борьбы, может, какой-нибудь откат драйвера, хотя откат драйвера 100% работать не будет, потому что, еще раз говорю, я видел ветку, в которой именно обсуждение OBS, где чувак свою 3080 поменял на 5070 Ti, и по итогу он везде пишет, что все дело перегружено, и этой ветке уже 2 месяца, соответственно, у него тогда была версия предыдущая драйверов. А до этого версия драйверов выдавал черный экран. Такое вот дерьмо. То, что NVIDIA обосралась, это явно, потому что глючит именно NVENC, потому что я раньше писался на Bandicam. Таких проблем, такого жора не было. 2, 3% запись забирала, окей. Ладно, не столько же. Ладно, все, не буду затягивать. Вот. Если вы столкнулись с этой проблемой, пишите. Если вам то, что мне помогло, вам, если не помогло, тоже пишите. Будем вместе искать какие-нибудь варианты, но мне кажется, что в ближайший месяц другого варианта не будет. Либо стримить через какой-нибудь Эльгату просто-напросто. Если у вас есть там лишние 50 тысяч рублей на Эльгату. Все. Всем пока. Тарам-тарарам.